Итак, что же с Шепардом? Родился на Земле, но о родных никаких сведений. Нет у него родных. Он вырос на улице. Научился сам о себе заботиться. На Акузе он пережил гибель всего своего подразделения. Такие вещи не проходят без последствий для психики. Кто видел смерть товарищей, у того потом всю жизнь душа болит. Шепард умеет терпеть боль. Такой ли человек нам нужен, чтобы защитить галактику? Только такой человек и сможет ее защитить. Я приму решение. Подходим к ретранслятору на Арктур Прайм. Начинаю процедуру перехода. Капитан. Вы подключились. Идет расчет транзитной массы и направления. Ретранслятор в режиме. Выходим на вектор. Приготовиться к переходу. Готовность номер 1. Начинаем заход. Контакт с ретранслятором через 3, 2. Малая тяга – норма. Навигация – норма. Внутренние тепловые коллекторы задействованы. Все системы работают. Дрейф в пределах 1500. 1500 — это хорошо. Ваш капитан будет доволен. Вот гондон. Найлус сделал вам комплимент, а вы его ненавидите. Если ты вышел из сортира и при этом не забыл застегнуть комбез, это хорошо. А я только что совершил прыжок через всю галактику и попал в цель не больше спичечной головки. И это уже мега круто. К тому же спектры — это не к добру. Мне не нравится, что он на борту. Считайте меня параноиком. Вы параноик. Совет помог профинансировать проект. У них есть право проверить, на что пошли их инвестиции. Да, официально все именно так. Но только идиот верит в официальные версии. Достаточно. Вы солдаты. Ведите себя соответственно. Простите, капитан. Джокер, доложите обстановку. Только что прошли через ретранслятор, капитан. Стелс-система запущена. На вид все спокойно. Хорошо. Найдите коммуникационный буй и подключитесь к сети. Я хочу, чтобы начальство получило наш доклад до того, как мы достигнем Иден Прайм. Слушаюсь, капитан. Советую застегнуть все пуговки. В вашу сторону движется Найлус. Он уже здесь, лейтенант. Передайте капитану, мы встретимся для инструктажа в радиорубке. Слышали, капитан? Чудно. Довели капитана до бешенства, а мне отдуваться. На меня прошу не сваливать. У капитана всегда плохое настроение. Только когда говорит с вами, Джокер. Капитан, думаю, не стоит заставлять Андерсона ждать. Капитан ждет вас в радиорубке. Я же говорю, я его видел. Прошел мимо с таким видом, будто он на задании. Он же Спектр. Они все время на задании. А мы и тащимся за ним следом. Расслабься, Пресли. Ты себе так язву заработаешь. Поздравляю, капитан. Похоже, все прошло гладко. Вы идете к капитану Андерсону? Похоже, вы не доверяете нашему гостю Турианцу. Простите, капитан. Просто мы с Адамсом перебросились парой слов. Ничего такого не имели в виду.
Но знаете, есть в этом задании что-то странное. Вся команда это чувствует. Думаете, руководство Альянса что-то от нас скрывает? Если мы должны просто испытать стелс-систему, тогда почему командует капитан Андерсон? Да еще этот Найлус. Спектры, элитные агенты, сверхсекретные. Зачем посылать спектра, причем спектра турианца, на пробный полет? Что-то тут не складывается. У вас какие-то проблемы с капитаном? Никак нет, сэр. Но я не понимаю, что он тут делает. Капитан Андерсон – один из самых прославленных действующих офицеров. Если он переплавит все свои медали, то сможет сделать свою статую в полный рост. Такого бойца не посылают на пустяковое задание. Он слишком серьезно относится к нашему полету. Здесь что-то большее. Вы не доверяете Найлусу? Я вообще турианцам не доверяю. Это у меня наследственное. Мой дед – участник войны первого контакта. Он много друзей потерял, когда турианцы на нас напали. Найлус необычный турианец. Это, конечно, верно, капитан. Мы – корабль Альянса. Мы представляем человечество. Но Найлус, в отличие от всех нас, не подчиняется капитану. У спектров своя субординация. И они не летают на обычное задание. У Найлуса такой вид, словно он ждет каких-то боевых действий. Мне это не нравится. Что вам известно о стелс-системах? Я только знаю, что она скрывает нас от сканеров и датчиков. Передовая технология. Нормандия – единственный корабль с подобным двигателем-прототипом. Но почему у нас экипаж по полному штатному расписанию? Дешевле было бы оставить только основной состав. И шансов, что будет утечка, меньше. Да еще этот Найлус. Понятно же, что эта прогулка всего лишь прикрытие. Для чего? Понятия не имею, капитан. Но мы явно здесь под ложным предлогом. Эта информация вас не касается, Пресли. Просто выполняйте полученные приказы. Понял вас, капитан. Я вырос на Эйден Прайм, док. Это не то место, где часто бывают спектры. Найлус что-то не договаривает об этой миссии. Не сходите с ума. Здесь командует капитан. Он не станет подчиняться какому-то спектру. От него ничего не зависит, док. Спектры никому не подчиняются. Творят что угодно. Убивают всякого, кто встанет у них на пути. Ха, Дженкинс, вы пересмотрели шпионских фильмов? Как вы думаете, капитан? Мы ведь на Эйден Прайм недолго пробудем. У меня руки чешутся по настоящему делу. Я искренне надеюсь, что вы шутите, капрал. Ваши настоящие дела обычно кончаются тем, что мне приходится вас штопать в лазарете. Космопехи должны драться, а вы чинить их после драки. Я в курсе, капитан. Я была на войне и считаю, что глупо лезть на рожон. Вы оба могли бы поучиться у капитана Андерсона. Он не боится боя, но не станет рисковать понапрасну. Простите, док, но я скоро помру от ожидания. В первый раз у меня такое задание и спектр на борту. Делайте свое дело, выполняйте мои приказы, и никаких проблем не будет. Вам легко говорить. Вы-то себя показали на Акузе. Все знают, на что вы способны. Для меня же это большой шанс. Я должен показать начальству, на что я способен. Цель миссии не в чьей-то личной славе, капрал. У нас просто есть работа. Не наделайте глупостей, чтобы все не испортить. Не волнуйтесь, сэр. Я не напортачу. Что вы знаете о спектрах? Только то, что рассказывают. Агенты-спектры подчиняются только Совету Цитадели. Обычно работают по одному или небольшими группами. Однако официальных полномочий у спектров нет. По сути, это тайная организация, которой поручено охранять и защищать стабильность галактики. Да, защищать любой ценой. Вот о чем не забывайте. Спектры стоят над законом. Почему среди них нет ни одного человека? Обычно спектров выбирают из рас, входящих в Совет. Мы уже давно пытаемся добиться, чтобы в их ряды приняли человека. Но до сих пор этого не произошло.
Эй, капитан, а из вас бы хороший спектр вышел. Им всегда дают невыполнимые задания. Приходится побеждать при неравном соотношении сил. Прямо как вам на Акузе. Там погибло 50 космопехов, Дженкинс. Простите, капитан. Я не хотел вас обидеть. Я уважаю то, что вы там сделали. Мы все уважаем. Давайте не будем углубляться в прошлое, капитан. Вам нужно что-нибудь еще? Как же контролировать агента с неограниченными возможностями? Я полагаю, если агент выходит из-под контроля, Совет лишает его статуса спектра. После чего за дело берется Служба безопасности Цитадели. У громил из СБЦ не будет ни единого шанса. Спектр стоит 20 обычных солдат. Спектры сами себе полиция. И если агент зашалит, посылают другого агента, чтобы он его шлепнул. Вот это правосудие спектров. Капрал путает романтические легенды с реальностью, капитан. Что вы мне можете рассказать о Найлусе? Турианцы пользуются уважением. У них больше патрульных кораблей в пространстве Цитадели, чем у любой другой расы. Хотя мы с ними не всегда ладим. Кое-кто считает их слишком упрямыми, другие до сих пор винят их в войне первого контакта. Лично я с Найлусом и парой слов не обмолвилась. Он говорит только с капитаном Андерсоном. Вот бы увидеть его в деле. Я слыхал, Найлус как-то в одиночку перебил целый взвод. Вы ведь сами с Иден Прайм, верно, Дженкинс? Как оно там? Тишина и покой, капитан. Колонизацию проводили очень деликатно, так что на планете сейчас ни городского шума, ни загрязнения. Мои родители жили на окраине колонии. По ночам я бывало ходил на холм и глядел через поля на огни главного поселения. Очень было красиво. Но когда я стал старше, то понял, что для меня там слишком уж тихо. Потому и пошел на службу. Даже рай в конце концов надоедает. Есть идеи, почему нас отправили на Иден Прайм? Я точно не знаю, капитан. Иден Прайм одна из самых стабильных колоний. Вполне подходит для тестового полета. Ничего опасного там нет и быть не может. Но что-то там, видно, случилось, раз у нас спектр на борту. Вот и я места себе не нахожу. Не могу никогда ждаться настоящего дела. Меня ждет капитан Андерсон. До свидания, капитан. Капитан Шепард, хорошо, что пришли раньше. Будет возможность поговорить. О чем? Меня интересует та планета, куда мы летим. Иден Прайм. Я слышал, там довольно красиво. Я космопех, а не турист. Это ведь не просто туристическая точка, верно, Шепард? Иден Прайм для вашего народа настоящий символ. Прекрасная маленькая планета на границе ваших территорий. Доказательство того, что человечество способно не только создавать колонии, но и защищать их. Но так ли там безопасно? Если вы хотите что-то сказать, так говорите прямо. Ваш вид еще новичок, Шепард. Галактика может быть очень опасным местом. Готов ли Альянс к этому? Думаю, пришло время рассказать капитану, что на самом деле происходит. Это задание не просто пробный полет. Я уже догадался. Нам нужно незаметно забрать кое-что с Иден Прайм. Поэтому понадобился специалист по тайным операциям. Должна быть какая-то причина, которую вы не назвали, сэр. Приказ с самого верха. Информации минимум, только, как говорится, необходимые знания. Ученые копали на Иден Прайм, нашли какой-то маяк. Видимо, протеанский. Я думал, что протеане исчезли 50 тысяч лет назад. Но осталось их наследство. Ретрансляторы, цитадель, двигатели наших кораблей. Все это основано на протеанских технологиях. Вопрос не шуточный, Шепард. В последний раз подобное открытие подтолкнуло человечество на 200 лет вперед. Но на Иден Прайм нет возможности работать с такими предметами. Чтобы как следует изучить маяк, мы должны вывести его на цитадель. Капитан, эта находка выходит за рамки интересов человечества. Открытие такого масштаба повлияет на все расы в пространстве цитадели.
Почему бы не оставить маяк себе? У вас, людей, не самая лучшая репутация. Некоторые расы считают вас эгоистичными, слишком непредсказуемыми, слишком независимыми, даже опасными. Если мы расскажем о маяке, улучшим свои отношения с Советом. К тому же, нам нужна их научная помощь. Они знают о протеанах больше нашего. Маяк не единственная причина, по которой я здесь, Шепард. Найлус хочет увидеть вас в деле, капитан. Он хочет вас оценить. Что происходит, капитан? Альянс уже давно добивается этого. Человечество хочет играть более важную роль в межзвездной политике. Мы желаем оказывать больше влияния на Совет Цитадели. Спектры — это власть и авторитет. Если они примут в свои ряды человека, все поймут, сколь многого смог добиться Альянс. Немногие смогли бы пережить то, через что вам пришлось пройти на Акузе. Вы показали сильную волю к жизни. Это весьма полезный талант. Вот почему я выдвинул вашу кандидатуру на место Спектра. Зачем турианцу нужно, чтобы среди спектров был человек? Не все турианцы презирают людей. Некоторые из нас видят в вашей расе полезный потенциал. Вам есть что предложить остальной галактике? И Спектрам. Мы – элитная группа. Те, в ком есть нужные нам качества, встречаются нечасто. То, что вы человек, Шепард, не имеет значения. Важно, что вы способны делать эту работу. Просто скажите мне, что делать. Мне нужно самому увидеть, на что вы способны, капитан. Иден Прайм будет первым из нескольких заданий. Вы будете руководить командой наземных бойцов. Заберете маяк и быстро доставите его на корабль. Найлус пойдет с вами и будет наблюдать за ходом миссии. Что вам известно о протеанах? То же, что и любому школьнику. Технически развитая раса правила галактикой 50 тысяч лет назад. Потом сгинула. Куда и почему, неизвестно, хотя теорий куча. Понятно, что без протеан нашей цивилизации не было бы. Их цитадель – сердце галактического сообщества. Без их ретрансляторов были бы невозможны межзвездные путешествия. Мы все в огромном долгу перед протеанами. Мне хотелось бы больше знать об Иден Прайм, прежде чем мы там окажемся. Ну что тут можно сказать? Мирная, аграрная планета – одна из самых старых и успешных наших колоний. Мы показали, что готовы заселять новые планеты, готовы выйти за пределы Земли. Иден Прайм – символ эволюции человеческой расы, а теперь прославится еще и как место, где люди совершили открытие галактического масштаба. Почему этот маяк так важен? Вся современная цивилизация в галактике основана на технологиях протеан, даже ваша. Если бы мы не нашли протеанские развалины на Марсе, то до сих пор торчали бы на Земле. Там был всего лишь маленький диск с данными, а тут целый маяк. Что, если это архив по вооружениям? Нельзя, чтобы он попал не в те руки. Кому, например? Аттический Траверс – не самый стабильный сектор пространства Цитадели. Там орудует немало криминальных группировок. Для них протеанский маяк – достаточная причина, чтобы рискнуть и напасть на корабль Альянса. К тому же Иден Прайм находится на границе систем Термина. Аттический Траверс находится под защитой Цитадели. Если системы Термина нападут на нас, это будет актом войны. Теоретически да. Но некоторые расы в системах Термина могут быть не против развязать войну. Вряд ли Совет порадуется масштабному конфликту с системами Термина. Так что мы должны все сделать без шума. Как прикажете, капитан. Мы уже на подходе к Иден. Капитан, у нас проблема. Что случилось, Джокер? Сэр, сообщение с Иден Прайм. Посмотрите сами. Выводи на экран. Ложись! На нас напали! Несем тяжелые потери! Повторяю, тяжелые потери! Не можем! Эвакуация! Они свалились из ниоткуда!
требуется! После этого все обрывается. Сигнала нет. Вообще ни хера нет. Перемотай на 38,5. Докладывайте. 17 минут полета, капитан. Кораблей Альянса в районе нет. Вперед, Джокер, быстро и тихо. Задача только что сильно осложнилась. Ударная группа может выдвинуться быстро и не привлекая внимания. Это шанс забрать маяк. Встречаемся в грузовом трюме. Пусть Аленка и Дженкинс готовятся. Вы идете на выход. Включаю стелс-системы. Я гляжу, кое-кто тут нехило поработал, капитан. Ваш отряд — главная сила операции, капитан. Прорывайтесь прямо к месту раскопок. Что делать с выжившими? Помощь выжившим — задача второстепенная. Главная ваша цель — это маяк. Заходим на точку 1. Майлз, вы идете с нами? Один, я двигаюсь быстрее. Майлус пойдет вперед для разведки. Он будет сообщать вам о ситуации. В остальном прошу соблюдать тишину в эфире. Мы прикроем ему спину, капитан. Успех миссии зависит от вас, шеф. Удачи. По периметру все спокойно, капитан. Колонии сильно досталось, капитан. Повсюду враги. Надо смотреть в оба. О боже! Что здесь произошло? Пахнет дымом и смертью. Ох ты черт! Что здесь произошло? Выстрел пробил его защиту. У него не было ни шанса. Солдаты погибают, но остальные должны выполнять свой долг. Нужно найти маяк. Слушаю, сэр. Шепард, здесь несколько сгоревших зданий и много трупов. Я разведаю обстановку.
Постараюсь встретиться с вами у места раскопок. Спасибо за помощь, капитан. Честно говоря, не думала, что мне удастся выжить. Иден Прайм уже никогда не будет прежним. Сержант Эшли Уильямс, взвод 212. Вы здесь главный, сэр? Мне нужен рапорт, Уильямс. Да, боже. Мы патрулировали периметр, когда началась эта атака. Мы попытались послать сигнал бедствия, но они отрезали всю связь. С тех пор я постоянно сражаюсь за свою жизнь. Где все остальные члены отряда? Мы пытались вернуться к маяку, но попали в засаду. Я не думаю, что остальные... Кажется, в живых осталась только я. Вы знаете, с кем мы имеем дело? Думаю, это геты. Гетов не видели за пределами вуали уже почти 200 лет. Что они здесь делают? Наверное, им был нужен маяк. Место раскопок закрыто. Оно за тем холмом. Маяк должен быть там. Вы пойдете с нами, Уильямс. Нам нужно найти маяк. Так точно, сэр. Пришло время расплатиться. А спектра турианца вы тут не видели? На Иден Прайм нет турианцев. Я их не встречала. К тому же, вряд ли бы я смогла узнать спектра. Если бы вы его увидели, вы бы его узнали. Оружия у него достаточно, чтобы разнести целый взвод. К счастью, он на нашей стороне. Извините, как я уже говорила, турианцев я здесь не видела. Что еще вы знаете о гетах? Только то, что учила в школе на уроках истории. Они синтетики, неорганическая форма жизни с ограниченным ИИ, которую несколько веков назад создали кварианцы. Их хотели использовать как дешевую рабочую силу, но в конце концов они напали на кварианцев, и те были вынуждены покинуть планету. После этого они исчезли за вуалью Персея. С того времени о них толком никто ничего не слышал. Опишите, что случилось перед атакой. Пару ночей назад нас направили из главной колонии патрулировать местность. Все шло как обычно, пока на нас не напали геты. Мы даже не заметили их приближения. А что случилось с исследователями на месте раскопок? Не знаю. Они разбили лагерь около маяка. С ними был отряд 232. Может быть, им повезло больше. Расскажите мне все, что знаете о маяке. Здесь проводились раскопки, чтобы построить железную дорогу и расширить колонию. Несколько недель назад ученые откопали какие-то протеанские руины и маяк. И вдруг вся колония как будто помешалась на этом маяке. Вот нас и отправили охранять место раскопок. Я почти ничего не знаю о самом маяке, но я слышала, как один из исследователей говорил, что это может быть величайшим открытием века. Выходим.
траншеи. Пахнет дымом и смертью. Этот человек был еще жив, когда его проткнули шипом. Просто убивать им недостаточно. Геты хотят, чтобы мы страдали. Пронзать людей вместо того, чтобы застрелить. Должна быть какая-то причина. Классический прием ведения боя. Они используют страх как оружие. Раскопки проводились здесь. Тут был и маяк. Наверное, его куда-то перенесли. Кто? Наши или геты? Сложно сказать. Может быть, мы разузнаем что-нибудь в лагере ученых? Мы идем в лагерь. Он находится на этой горе, за уступом. Планы меняются, Шепард. Впереди небольшой космопорт. Я проверю, что там. Буду ждать вас около него. Похоже,
Похоже, лагерь сильно пострадал. Удобное место для засады. Смотрите в оба. Что геты сделали с ними? Не палите сгоряча. Еще попадете в союзников. Мы думали, что эта планета безопасна, пока не появились геты. Дверь заперта. Включена система безопасности. Люди, хвала Создателю. Быстро! Закройте дверь, пока они не вернулись. Что вы здесь делаете? Я доктор Уоррен. Я возглавляла эти раскопки. Когда они напали, мы побежали прятаться. Видимо, им нужен был маяк. К счастью, его здесь уже не было. Сегодня утром его перевезли в космопорт. Мы с Мануэлем помогали свернуть лагерь. Когда началась атака, пехотинцы сдерживали их, чтобы мы смогли спрятаться. Они отдали свои жизни, чтобы спасти нас. Никто не спасся. Время людей закончилось. Скоро здесь останутся только руины и трупы. Что еще вы можете рассказать мне про нападение? Все случилось очень быстро.
Мы собирали оборудование, а через несколько секунд уже прятались в здании. И геты рыскали по всему лагерю. Слуги разрушителей, предвестники тьмы, глашатаи нашего исчезновения. Мы слышали, что снаружи идет бой. Выстрелы, крики. Я думала, это никогда не закончится. А потом все вдруг неожиданно стихло. Мы продолжали сидеть здесь, даже пошевельнуться не могли от страха. А потом пришли вы. А вы не заметили здесь турианца? Я его видел. Он пророк. Он вел в бой наших врагов. Он был здесь перед нападением. Это невозможно. Перед нападением Найлус был с нами на Нормандии. Он никак не мог оказаться здесь. Извините, Мануэль немного не в себе. Мы не видели турианца. Мы прятались здесь с тех пор, как началась атака. Вы можете рассказать мне про этот маяк? Это какой-то модуль данных из галактической коммуникационной сети. На удивление, хорошо сохранившийся. Он может помочь нам совершить величайшее открытие нашего времени. Удивительные новые технологии, революционные медицинские открытия. Кто знает, какие секреты скрываются внутри. Мы освободили сердце зла, разбудили зверя, выпустили на свободу тьму. Мануэль, пожалуйста, сейчас не время. А что случилось с вашим помощником? Мануэль блестящий ученый, но он всегда был немного странным. Гений и безумие – две стороны одной медали. Видеть будущее – это безумие. Видеть, что нас всех ждет гибель. Понимать, что спасения нет. Надежды нет. Я не сошел с ума. Я единственный, кто не сошел с ума. После нападения я дала ему двойную дозу лекарства. Спокойной ночи, Мануэль. Вы не заткнете мне рот. Мой голос должен быть услышан. Ой! Боже мой, что вы сделали? Капитан, вам не кажется, что это слишком? Нельзя же так просто бить людей, да еще и по голове. Он не в себе и мог подвергнуть вас опасности. Пусть отдохнет. Думаю, вы правы. К тому моменту, когда он придет в себя, лекарство уже подействует. Уильямс, ведите нас в космопорт. Удачи, капитан. Нам надо двигаться дальше, капитан. Виновному придется ответить. Сарен? Найлус. Это мое задание, Сарен. Что ты здесь делаешь? Совет решил, что тебе не повредит моя помощь. Я не ожидал встретить здесь гетов. Ситуация сложная. Спокойно. У меня все под контролем. Что это такое? Там, вдалеке! Это корабль! Посмотрите, какой огромный!
Пожалуйста, не стреляйте! Мы выходим! Мы не вооружены! Все кончилось? Они ушли? Никому не двигаться. Кто вы такие? Отлично, Коул. Говорил я тебе, нефиг высовываться. Все хорошо, мы не враги. Мы просто фермеры. Мы прятались здесь с тех пор, как появился корабль. Расскажите мне все, что помните о нападении. Мы трое работали в поле, когда появился этот корабль. Мы его увидели и побежали. Я не знаю, что случилось со всеми остальными. Они были у гаража, совсем рядом с космопортом. Там, где приземлился корабль. Они не могли выжить. Откуда ты знаешь? Мы ведь выжили. Если они добежали до гаража, то могли остаться живы. Можете еще что-нибудь рассказать об этом корабле? Я сматывался, где уж тут его рассматривать. Походу, он приземлился возле космопорта. Коул, расскажи им про шум, про этот ужасный шум. Когда корабль спускался, от него шел какой-то странный сигнал. Было похоже на визг демонов, только он звучал прямо в мозгу. Может быть, они пытались заблокировать коммуникации? Что бы это ни было, оно как будто разрывало череп на части. Я вообще ничего не соображал. Вы что-нибудь знаете о протеанском маяке, который они раскопали? Да мы всего лишь фермеры. Мы слышали, что им удалось что-то найти, но нам-то что? А тут такие дела творятся. Мне пора идти. Эй, Коул, мы всего лишь фермеры, а они солдаты. Может быть, отдать им все? Чтоб тебя, Блейк! Учись держать свой гребаный рот на замке! Если вы мне что-то не договариваете... Одни ребята в космопорте промышляли контрабандой. Ничего особенного. В обмен на часть выручки мы позволяли им хранить здесь товар. Ах ты жадный ублюдок. Ты не жизнь свою спасал. Ты хотел проверить, как там твое барахло. Нет, все совсем не так. Я просто знал, что тут есть кое-какие пакеты. Может быть, что-то полезное. Я нашел пистолет и подумал, что он может пригодиться, если эти твари вернутся. Но вам, наверное, все это нужнее, чем нам. Я спрошу еще один раз. И подумай как следует, прежде чем ответить. У тебя точно нет ничего, кроме этого паршивого пистолета? О, я только что вспомнил. Завалялось у меня в кармане. Можете взять. Это все, правда. Коул, с кем ты работал в космопорте? Как его зовут? Он нормальный парень. Не хочу, чтобы у него были проблемы. Я не стукач. Ты предпочитаешь быть стукачом или трупом? Пауэлл, его зовут Пауэлл. Один вор сдал другого. Я больше ничего не знаю, правда. Давайте обойдемся без стычек, ладно? Мне пора идти. Удачи. Капитан, это Найлус. Что-то движется. Вон за теми ящиками. Погодите! Не надо, не стреляйте! Я такой же, как вы! Я человек!
Здорово ты спрятался за этими ящиками во время боя. Это нам очень помогло. Огромное спасибо. Я? Да я всего лишь работник дока. У меня и пушки нет. Я Пауэлл. Я видел, что случилось с этим турианцем. Его убил другой турианец. О чем, черт тебя подери, ты говоришь? Тут было 2 турианца. Ваш друг и еще один. Он называл его Сареном. Похоже, они знали друг друга. Ваш друг расслабился, потерял бдительность. И Сарен замочил его. Выстрелил ему в спину. Хорошо еще меня не заметил. Куда делся Сарен после того, как убил Найлуса? Он запрыгнул на грузовой поезд и поехал на другую станцию. Наверное, он маяк ищет. Я знал, что от этого маяка одни неприятности. С тех пор, как мы его нашли, все пошло наперекосяк. Сначала этот корабль-носитель, потом нападение. Они убили всех! Всех! Если бы я не спрятался, меня бы тоже кокнули! Ты был сообщником Коула. Нам известно про контрабанду. Что? Нет. В смысле, теперь-то какая разница? Я контрабандист. И что дальше? Мое начальство погибло. Все погибли. Теперь уже это никого не волнует. У тебя есть оружие, которое поможет справиться с геттами? На прошлой неделе пришел груз гранат. Никто не заметит, если исчезнет несколько штук. Ах ты жадный сукин сын! Мы пытались защитить твою жалкую задницу, а ты нас же и обворовываешь! Да я думать не думал, что вам пригодятся эти гранаты. Кому надо нападать на Иден Прайм? У нас тут фермеры одни. Откуда мне было знать? Отдай мне гранаты! Да забирайте, ради бога. Я больше не буду заниматься контрабандой, клянусь. Погибло слишком много людей. Не смей водить меня. Хорошо. Ладно. Есть тут кое-что еще. Наверное, стоит целое состояние. Экспериментальная технология. Самая новая. Возьмите. Мне это не нужно. Я не хотел, чтобы кто-нибудь пострадал. Правда. Мне очень жаль. Можешь рассказать что-нибудь еще про маяк? Его привезли сюда сегодня утром. Мы погрузили его на поезд и отправили на другую станцию. Не могу поверить, что это было всего пару часов назад. Кажется, что прошла целая вечность. Как же так получилось, что ты единственный остался в живых? Почему никто больше не пытался спрятаться за ящиками? Они просто не успели. Я уже был там, когда началась атака. Подожди минутку. Ты спрятался за ящиками еще до начала атаки? Я... Иногда во время смены меня тянет вздремнуть. Я прячусь тут, чтобы начальство не увидело. Тебе удалось выжить, потому что ты лентяй. Проклятый трус. Значит, ты прятался здесь и ничего не делал, пока гетты убивали всех остальных. У меня даже оружия не было. Что я мог сделать? Выбежать туда и умереть? Я не мог их спасти. И никто не смог бы. Это было ужасно. Расскажи мне про атаку геттов. Все случилось очень быстро. Я видел, как приземлялся корабль, а потом все наводнили гетты. Их тут были тысячи. Наверное, они были на этом корабле-носителе. Они убивали всех. Тут была настоящая бойня. Расскажи мне про корабль-носитель, который ты видел. Я никогда не видел ничего похожего. Он был просто огромный. Приземлился около вон той платформы. Когда он спускался, здесь даже стемнело. И еще он издавал такой звук, который сверлит мозг. Он меня и разбудил. А атака началась через несколько минут. Нам нужно найти маяк, пока еще не поздно. Садитесь на грузовой поезд. То же самое сделал тот турианец. Я не могу здесь оставаться. Я не могу на это смотреть.
Ставьте заряды. Уничтожьте всю колонию. Никто не должен узнать, что мы были здесь. Бомбы! Наверное, их установили геты! Быстро! Мы должны найти их все и обезвредить!
Пахнет дымом и смертью. Виновному придется ответить. Нормандия, маяк в безопасности. Это восхитительно! Действующая протеанская технология! Невероятно! Он так себя не вел, когда его только раскопали. Наверное, что-то его активировало. Вас поняли, Нормандия, ждем. Не трогайте его! Слишком... Мы установили, что за корабль приземлился на Иден Прайм. А это Нормандия. Судно Альянса. Под командованием капитана Андерсона. Им удалось спасти колонию. А что маяк? Похоже, им воспользовался один из людей. Этого человека нужно уничтожить.